Самым обсуждаемым событием конца прошлой и начала этой недели, конечно же, стал арест гендиректора Telegram Павла Дурова. Эта ситуация стала настолько масштабной, что ее комментировал сам президент Франции Макрон, которому пришлось опровергать слухи, что это задержание является специальной политической операцией по ликвидации Дурова. Из-за ареста команда Telegram была даже вынуждена применять экстренный план B, по которому все ключевые решения по компании будет принимать совет программистов. Сейчас вы неоднократно могли слышать, что ему грозит целых 20 лет тюремного заключения, поскольку Telegram очень сильно нарушает правила модерации и распространяет запрещенный контент. А буквально вчера прокуратура Франции озвучила целых 12 преступлений, состоящие из 6 пунктов, одним из которых является отказ Дурова сотрудничать с правительством и предоставлять личные данные пользователей. Это мне очень сильно напоминает 2014 год, когда Дуров отказался сотрудничать с властями РФ, в результате чего ему пришлось покинуть страну и продавать свою долю во ВКонтакте. Только если тогда ему удалось улететь в Дубай и через 7 лет получить там гражданство, то сейчас он впервые был арестован. Несмотря на то, что арест произошел в воскресенье, мы не выпустили видео сразу, ведь официальная и более конкретная информация начала поступать только вчера. Но мы оставались на связи в нашем Telegram, где раньше всех публиковали новости, связанные с Дуровым. По факту сейчас правительство Франции всеми способами пытается договориться с Дуровым и заставить его сотрудничать, чтобы в конечном счете получить ключи шифрования. В интернете это повышает риски того, что всеми любимый независимый Telegram уйдет под контроль правительства. В Индии уже начинают процедуру полной проверки, а у некоторых пользователей не работает Telegram Wallet. Также есть опасения того, что в скором времени Apple удалит Telegram из App Store. При этом растут риски того, что после получения ключей доступа все личные данные пользователей окажутся в Даркнете. На этом фоне в соцсетях запустили новые теги Free Дуров и Free Павел, а на его сторону стал не только Джастин Сан, Такер Карлсон, Виталик Бутерин, но также Илон Маск, потому что именно он находится в первой зоне риска, ведь похоже обвинения от ЕС Маск получает из-за Твиттера. Помимо угрозы конфиденциальности, арест также оказал очень сильное давление на монету Тон, которая упала на 20%. Но главная проблема в том, что сейчас никто не может сказать, что же на самом деле будет с Дуровым, и как эта ситуация повлияет на будущее Telegram и всю экосистему Toncoin. Тем не менее, сегодня я сделал для вас большой разбор этого нашумевшего события и восстановил всю хронологию, которая привела к тому, что Дуров сейчас находится за решеткой. Ведь вы не задумывались, откуда у него французский паспорт и почему, зная, что есть угроза ареста, он все равно прилетает в Париж. Об этом мы сегодня и поговорим, а после просмотра вы узнаете, как арест во Франции изменит политику Telegram и полностью уничтожит свободу слова в мессенджере, которым пользуются более миллиарда человек по всему миру. Но поскольку мы еще уделим особое время Тон, у меня есть для вас предложение сделать отдельный обзор со всеми нашумевшими проектами в экосистеме Toncoin, где мы сделаем прогноз на Тон, обсудим запуск Hamster Combat и разберем недавний листинг Money Dogs. Но для этого нужно поставить минимум 2000 лайков, и ролик обязательно будет на канале. Поэтому спасибо за поддержку, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, в последние пару дней все наше внимание, конечно же, было направлено на ситуацию с Дуровым. Вот только проблема в том, что информация поступала очень медленно, и официальный комментарий от правительства Франции мы получили только на следующий день. Именно по этой причине я не стал снимать для вас видео сразу, а дождался, когда будет больше информации по этому поводу. Но тем не менее, все новости, которые касались Дурова, в режиме онлайн публиковали редакторы нашего телеграм-канала, где мы 24/7 на связи. Поэтому, чтобы в будущем не пропускать подобные события, я обязательно рекомендую вам подписаться. Ведь сейчас мы также освещаем актуальную информацию о задержании Дурова, которая продолжает поступать в СМИ. Из последних новостей нам, во-первых, стало известно, в чем же на самом деле обвиняют Дурова, а во-вторых, данное событие прокомментировал сам президент Франции Макрон, что подчеркивает то, насколько важной является данная ситуация. Изначально все обвинения сводились к модерации контента в Telegram, но вчера в прокуратуре Парижа заявили, что Дуров подозревается в 12 преступлениях. При этом в прокуратуре утверждают, что
судебное разбирательство против Дурова было начато еще 8 июля, и сейчас перед вами 6 основных пунктов обвинений, а именно соучастие в проведенных незаконных сделок организованных групп, отказ от передачи данных пользователей правоохранительным органам, распространение запрещенных веществ, хакерские атаки и мошенничество, после чего появилась информация, что Дуров будет находиться под арестом минимум до 28 августа. Ввиду этого еще проводили процедуру продления задержания, поскольку по закону время нахождения под стражей ограничено и составляет максимум 96 часов. Но, видимо, правоохранительные органы Парижа знают, что весь этот процесс займет явно не пару дней, из-за чего было принято решение продлить срок. Вот только если отмотать время немного назад, то станет ясно, что проблема модерации преследовала Дурова еще со времен запуска ВКонтакте. Правда, ситуация с ВК была больше политическим вопросом, ведь Дуров категорически не хотел закрывать многие группы и предоставлять личные данные правительству. За это в 2014 году ему все-таки пришлось покинуть РФ и продать свою долю во ВКонтакте, что кардинально повлияло на саму платформу. Но несмотря на некоторые нюансы, о которых мы поговорим позже, лично я и многие считают, что Дуров всегда был за свободу слова и так или иначе боролся за то, чтобы все переписки и личная информация пользователей не раскрывались. По этому поводу в последнем интервью Такеру Карлсону Дуров сказал: «Я предпочитаю быть свободным, чем подчиняться чьим-то приказам». При этом на интервью он уделял особое внимание давлению на него со стороны правительства. Ведь давайте будем откровенны, когда ты являешься гендиректором платформы, у которой миллиард активных пользователей и в день происходит обмен огромным количеством данных, правительство любой страны, не имеющее доступа к этой важной информации, не оставит твое приложение без внимания. Таким образом, когда Дуров стал известным и Telegram начал набирать популярность, его постоянно дергали за руку и пытались прикрыть лавочку. А в 2020 году вообще заблокировали Telegram в РФ, что, конечно же, не увенчалось успехом. Также в марте этого года Испания временно запретила пользоваться Telegram из-за нарушения авторских прав, а в конце мая в ЕС вступил в силу закон DSA, который призван минимизировать распространение в сети незаконных и вредоносных материалов, за счет чего Telegram частично под него попадает. Также Telegram уже запрещен в Китае, Бразилии, Германия делает попытки блокировки, и даже в Азербайджане, откуда прибыл Дуров в Париж, Telegram запрещен. Но также Дуров сталкивался с обвинениями от SEC касательно криптовалюты Тон, которая раньше называлась Грамм и была официальной монетой мессенджера. В 2019 году SEC назвала Грамм ценной бумагой, но тогда Дурова в тюрьму не посадили, а он обошелся скромным штрафом – $18,5 миллионов. Как вы теперь понимаете, Дуров на протяжении всей своей карьеры сталкивался с проблемами, которые граничили с законом той или иной страны, а вот арест во Франции стал такой финальной точкой. Но какие же последствия от этого ареста мы имеем на данный момент? По факту сейчас работа Telegram никак не нарушена. Вот только появились некоторые сообщения, что в Индии пользователи уже не могут получить доступ к кошельку Telegram, а Министерство внутренних дел рассматривает вопрос блокировки из-за ареста Дурова. Но, наверное, самое большое влияние это событие оказало на монету Тон, которая на фоне новостей упала аж на 20% и протестировала уровень $5. Хоть Тон и не имеет прямого отношения к Telegram, Павел Дуров выступает неким лицом проекта, как, например, это был CZ для Binance. Вот поэтому арест вызвал панику на рынке, и все начали продавать Toncoin. Ближе к концу видео мы обязательно сделаем анализ цены и разберем, какое влияние это может оказать на его будущее. Но что касается конкретных уровней для открытия сделок, которые позволят вам получить профит не только на росте, но и на локальном падении, как, например, от 70% на шорт-сделках по монете Filecoin, в этом вам помогут аналитики нашей подписки Coin22 Pro, которые уже сегодня предоставили для всех участников актуальную аналитику на Тон. Также, если вы новичок, на старте вас будет ждать пошаговое обучение, а далее полное сопровождение с поддержкой 24/7. И плюс к этому мы помогаем собирать прибыльный спотовый портфель. Поэтому, если вы желаете прямо сейчас получить сделку на Тон и присоединиться к команде профессионалов с большим опытом работы на рынке, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Но еще немаловажный вопрос заключается в том, что именно от Дурова хочет Франция и какие реальные шансы того, что его все-таки отправят за решетку. Последние годы страны ЕС, включая Францию, все сильнее регулируют интернет. Чтобы противостоять нелегальной деятельности и терроризму, Брюссель продвигает законопроекты о внедрении модерации загрузки, направленной на контроль контента до публикации. Они сводятся к сканированию всех цифровых сообщений, включая изображения, видео и ссылки, до их шифрования в приложении.
приложениях, а пользователи должны будут дать разрешение, иначе они не смогут делиться файлами. При этом Франция считает себя передовой страной в борьбе с терроризмом из-за случаев в 15 и 23 годах. Все это привело к усилению мер безопасности. Таким образом, французские власти регулярно критикуют Telegram за недостаточно строгую модерацию. При этом, по мнению правительства, Telegram сыграл ключевую роль в протесте желтожилетов, поскольку мессенджеры использовали для координации действий и свободной передачи информации. На фоне такого интереса Париж явно пытается выстроить с Павлом Дуровым диалог и добиться от него сотрудничества. Вероятно, для этого в 2021 году личным указом президента Макрона Павел Дуров получил французский паспорт по редкой процедуре, которая называется почетное гражданство. Эта процедура позволяет по инициативе МИД предоставить французский паспорт иностранцу за выдающиеся действия, которые повлияли на Францию, а также повысили ее процветание и улучшили экономические отношения. А единственное требование – это знание французского. В 2021 году Дуров его сдал на уровень B1, из-за чего ему не пришлось жить в стране минимум 5 лет, как обычным смертным. Но несмотря на то, что Telegram не является столь популярной платформой среди французских пользователей, как в СНГ, он все равно является третьим мессенджером после Facebook и WhatsApp, к которым, в отличие от Telegram, правительство имеет доступ. Но при этом давайте не забывать, что Франция активно сотрудничает со всем Евросоюзом и, конечно же, США, а получение доступа со стороны Франции автоматом открывает двери и для ее партнеров, с которыми она спокойно может делиться всеми этими данными. Эксперты считают, что если такие данные окажутся открытыми, то возможны утечки на черный рынок, а дальше эта информация может стать предметом шантажа или мошенничества. Таким образом, риски общественных потрясений, а также новых случаев киберпреступности превышают пользу от доступа к подписке террористов. Конечно, я не могу поспорить с тем, что если правоохранительные органы занимаются расследованием и им необходимо предотвратить какой-нибудь теракт, то они имеют полное право на использование всех средств, в том числе и личных переписок. Вот только мы прекрасно знаем, что такой информацией очень часто злоупотребляют и используют ее не по назначению. Поэтому сложно сказать, должны ли власти и органы безопасности иметь доступ к нашим перепискам. Кстати, а вы как думаете и как относитесь к тому, что все ваши личные переписки могут просматривать третьи лица? Напишите это в комментариях. Но по факту это убивает ту самую свободу слова и конфиденциальность, за которую изначально полюбили ВКонтакте, а после Telegram. Тем не менее, нужно понимать, что все мессенджеры стали очень сильным влиятельным инструментом для нашего общества. Ведь в том же Telegram очень просто распространять слухи, а также фейковую информацию, используя сетку из нескольких каналов. Ну или продвигать тот тезис, который необходим. А если такая платформа никак не контролируется, то это большая проблема. Но вопрос модерации также имеет огромное количество нюансов. Ведь по факту во время регистрации все пользователи ставят галочку под соглашением и принимают условия, что нельзя распространять тот или иной контент. А в случае с Telegram они даже заявили в официальном ответе после ареста, что соблюдают все принципы модерации контента. И если открытые каналы можно блокировать и чистить, что максимально правильно, то вот уже личные переписки будут нарушать ту самую идеологию, которую создал Дуров. Таким образом, вопрос действительно очень спорный, за счет чего мы не можем с уверенностью сказать, что Дуров получит 20 лет за все эти обвинения. И честно говоря, я больше склоняюсь к тому, что вопрос урегулируют, без его заключения. Возможно, это будет штраф, блокировка Telegram на территории Франции, ну или скорее всего Дурову придется пойти на те условия, которые ему поставит правительство. Конечно, эта ситуация может иметь последствия для всех социальных сетей и потенциально повлияет на будущую политику модерации контента и на то, как эти платформы функционируют в разных юрисдикциях. А первым кандидатом на похожее давление со стороны ЕС является Илон Маск, так как он уже сталкивается с обвинениями в том, что на его платформе процветает дезинформация и незаконный контент, а его предполагаемая цензура привела его к конфликтам с ЕС и Великобританией. Но что у Маска, что у Цукерберга с его Facebook и WhatsApp есть поддержка от США, ведь американские власти сами активно используют эти платформы для получения данных, а также информации. Конечно, Дуров также не святой, и за ним есть некоторые случаи, как, например, удаление бота умного голосования в 2021 году по просьбе правительства и решение Google с Apple, что уже нельзя назвать стопроцентной свободной платформой, ведь если на Дурова надавить, то он может выполнить те или иные требования. Тем не менее, Дуров явно не делает Telegram с целью распространять запрещенный контент, а также вещества. В первую очередь, у него были больше благие цели, но он столкнулся со скалами реальности нашего сурового мира. В целом, ситуация вокруг Telegram и Павла Дурова во Франции иллюстрирует сложные и противоречивые отношения между государственными и цифровыми платформами. Французские власти, стремясь обеспечить национальную безопасность, сталкиваются с вызовом, который ставит перед ними философия Telegram, а
основанная на защите конфиденциальности пользователей и свободе информации. Этот случай подчеркивает, как борьба с терроризмом может использоваться в качестве предлога для усиления контроля над потоком информации и ограничения свободы слова. В условиях, когда демократия сталкивается с вызовами в виде растущего числа протестов и цифровых угроз, страны должны быть особенно внимательны к своим действиям и не забывать о том, что баланс между безопасностью и свободой является главным принципом, на котором строится наше общество. Ведь вы должны понимать, что во всем есть баланс и золотая середина. А если у вас есть другое мнение по этому поводу, то обязательно пишите в комментариях. Ну а теперь информация для холдеров ТОН. Что же теперь будет с монетой? В данной ситуации отлично подходит пример CZ. Помните, его также посадили, причем в отличие от Дурова был полноценный суд. Тогда монета BNB также отреагировала падением, но тем не менее это и не помешало пробить новый максимум в июне. А все потому, что биржа полноценно работает и без CZ, ведь по сути он не является ключевым звеном, а он был гендиректором, а все важные вопросы принимали управляющие и администраторы. В случае с ТОН ситуация еще лучше, поскольку проект позиционирует себя как организация, которая не имеет прямого отношения к Telegram. Таким образом, Toncoin продолжает свое существование. И удивительно то, что несмотря на арест и падение на 20%, открытый интерес к Toncoin взлетел почти до 300 миллионов. А это максимальный показатель за всю историю с момента запуска токена. И по факту цена ТОН упала в ключевой диапазон спроса, где проходит линия поддержки на уровне $5. И если вы задаетесь вопросом, стоит ли покупать, то я как холдер Toncoin могу сказать да, но максимально аккуратно и постепенно. Чтобы откупить панику на рынке, то используйте небольшие суммы, ведь как только опасения утихнут, то он может повторить сценарий BNB, ведь арест Дурова никак не влияет на работоспособность и развитие экосистемы. Монета по-прежнему остается привлекательной для покупки, но пока новостной фон стабилизируется, то, как я сказал, не стоит покупать на большие суммы, ведь в ближайшее время явно будет наблюдаться активная волатильность. А вот что касается других проектов, то о них я уже расскажу в отдельном видео, когда вы поставите 2000 лайков. Конечно же, вопрос с Дуровым еще не закрыт, и я более чем уверен, что впереди нас будет ждать очень много новостей по этому поводу. Поэтому, чтобы ничего не пропускать и первыми получать все новости, обязательно подписывайтесь на наш Telegram, ведь там ежедневно публикуется актуальная и полезная информация. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а в комментариях можете оставлять все ваши вопросы и мнения касательно этого ареста. Ну а вам, как всегда, желаю хорошей и прибыльной недели. До скорых встреч!